Девочки, всем приветик. Фух, только приехала от мамы. У нас есть свет. Кто не знает, но слышал, у нас была бессонная ночь. Была такая атака на наш энергетический объект. Ну, где-то вот к 2 часам по нашему адресу свет включили. А у меня орхидеи с цветоносами, и я в панике. Примчалась из города, сын написал, что есть свет. Я бегом примчалась из города, маму передала в надежные руки, я надеюсь. И бегом надо полить хотя бы одну полочку. Сейчас покажу, что творится у меня с цветоносиками. Пока бутонов я не вижу, но есть цветоносы. Я, конечно, радуюсь их буйному росту, но они мне кажутся, знаете, как будто такие вот без света, длинные, худые. Вот такие уже, смотрите, здесь вообще вот сюда пошел. Бутонов на них пока и не видно. Этот цветонос непонятно куда ушел. В общем, не знаю, во сколько свет выключат. Непонятно, к какой группе нас переподключили. Мы пытались там в чате дома вычислить, но что-то не получается. В общем, включили, есть свет, пользуемся. Но думаю, следующая очередь будет уже не наша. Вот эту полку я поливала. Я сейчас могу поливать только по одной полке, потому что мама попала в больницу, и я, получается, первый день была там вообще допоздна. Вчера часов до 6 вечера я была у нее. И вот я полила позавчера вот эту полочку. Они еще такие влажненькие, тяжеленькие. А вчера я прям уже приехала и в темноте поливала эту. Ну, с аварийным освещением поливала здесь. Ну, здесь как бы цветоносы есть. Я вот вижу, они выглядывают. Вот цветонос. И меня, знаете, кто порадовала? Вот эта новенькая шелерианка. У нее тоже вот такой маленький цветоносик. Видите? Какая прелесть. Сильвер которая. И вот эта шелериана, я вам ее показывала, которая на цветоносе вырастила детку. Смотрите, как здорово. И у этой детки 2 цветоноса. Вообще супер. И они растут, растут. И уже вижу, что бутонизация началась. Ну, вчера мало часов было электричество. График был оптимистичный на сегодня. Но ночью случилось то, что случилось. Здесь радует меня мой горизонт. Доращивает, видите, как вот бутончики. В общем, потихонечку дела движутся. Так, вот несчастные 2 бутончика. Вот видите, что творится без должного количества освещения. Конечно, на окнах намного лучше ситуация. Здесь, видите, 2 цветоноса. И вот бутончики такие еле-еле. Здесь такой хиленький цветоносик. Ну вот так, что сделаешь. Так, а где, кстати, OX Madonna? Куда она свой цветонос? А, вот он. Ой, а его и не видно, девчонки, смотрите. Он идет параллельно листу. Такой под листиком идет. Я не трогаю ничего. Так, а здесь у меня первый распуск. И вижу вот желтые листья. Буду поливать. Но не сегодня. Сегодня я хочу сейчас разобрать вот эту нижнюю полку. Тут же еще у меня Жорка, который интересуется садоводством и орхидеями. Ну вот первый распуск. Вот такая у меня бабочка. Посмотрите. Вот такая красота. Ля-ля-ля-ля-ля. Луч света в темном царстве. И всего лишь 3 бутончика. Но зато какая няшная. Так я в том году и не определила, как она называется. Но все равно прикольная. Ну тут тоже. А вот эти, ну есть цветоносики, есть. Вот они, видите. Это у меня Joy Fairy Tale, сказка. Она что-то начала нижние листья желтить. Такая вот безобразница. У нее вот единственный бутон, но она желтит нижние листья. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я разбираю вот этот весь конструктор свой. Вытаскиваю с нижней полки. И вот достала первые орхидеи. Здесь надо обрезать желтый цветонос. Еще прошлогодний. Что-то я его... Ну, как бы у этих орхидей, это знаете кто?
Это у меня Мету какой-то драгон. Какой-то дракон от Мету. И они обычно как бы цветоносы доращивают. Но вот этот цветоносик пожелтел. Кустик очень такой компактный, аккуратный. Надо уже протирать. Ну, поливать, вы знаете, можно было еще не поливать, но я боюсь, что у меня не будет времени. Вот эта красота моя, которая дает вот такие корни от шеи. Называется она у меня Хазард. И вы знаете, она тоже расщедрилась на цветонос. Но этот цветонос, мне кажется, не спешит развиваться. Он только показался. Вообще, я вам скажу, Хазард в моих условиях очень скупой на цветочки. Я, наверное, включу еще верхний свет для того, чтобы было немножко повеселее. Вот на окне получше ситуация. Они имеют естественное освещение. Ты моя бобочка, моя красавица, видите, цветет. А вот тут еще одна бобочка спит. Все спрашивают, что там Жоренька, что его не показывают. А Жоренька налопался и спит. Он так ждал, всегда радуется, когда мы приходим, нас скучает, когда нас долго нет. Он такой подстриженный, но не расчесанный, да? Садовод. Сегодня тоже там тырил, как обычно, кусочки коры, расстраивал меня, да? Я переживаю, чтобы он не проглотил керамзитик. Ну, теперь он спит. И вот здесь получше ситуация. Тут я даже смогла без последствий подвязать цветонос. Здесь я вижу, уже идут в окно, и надо что-то с этим делать. А я вся в бегах, в заботах. Ну, скорее всего, это будет то, что я просто разверну. Выпрямлять его здесь уже, ну, можно немножко подпереть. Тут всего лишь, наверное, бутончика 4 будет. Не знаю. Я же здесь натворила, видите, слом на цветоносе. Это Биг Бэнг. Я нечаянно пыталась вот так же выпрямить и хрясь, и все. Вот так вот. Так, что здесь с цветоносами? Вот цветоносик идет, красавчик. Здесь уже идет бутонообразование. Леодора молчит, но желтит лист. Муж вчера дергал, я говорю, оставь, он еще не готов упасть тебе в руки. Здесь доращивает кончики, в общем, как-то так по чуть-чуть, потихонечку. Кстати, сезам, он же кунжут, смотрите, какой у него цветонос. Он прям буквально недавно его не было. И он такими ударными темпами ему начал расти. И я смотрю, что у него корни уже подсохшие. Но эта локация будет не сегодня, а в какой-то другой день. Здесь тоже вижу, цветоносик подрос. Вот пару дней не подходила, все так подросли. Знаете, что творится? Просто вау. От морковок что-то я ничего не... Я жду от них, но они что-то ничего не хотят. Здесь вообще рога, копыта. Смотрите, Костечка покушала? Да, спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Успела погреть Косте ужин. Он не хотел, я говорю, давай покушай, пока свет есть. Потому что у нас, видите, там не у всех есть свет. Много, привет, много, ну так отсюда вам отблескивает, много домов без света. Но я думаю, сейчас нас переключат, и очередь будет уже нам отдыхать от работы, а очередь будет другим потребителям начать заниматься домашними делами. Так я это называю. Свет включается и начинается. Так, девчонки, мой ягуарчик выгоняет вот такой красивый цветонос. Такой вот лапочка. Все так же в этой посадочке. Когда уже корешки пойдут хорошо наверх, это подарок мне от киевлян. Он прикольно так цветет, мне нравится. Мне вообще нравятся всякие такие, знаете, львы, ягуары. Очень нравятся. Симпатичные и интересные. А Хазард мой все пытался помереть, покинуть меня, но я его все топсинила, он успокоился. Кто-то у меня здесь грызнул яблоко, я даже знаю кто. Ну, конечно же, не Жорка. Есть у меня еще один баловный мальчик. Так,
Так. Все, я жду этого астероида. А я его узнала. По-моему, это он от Allure астероид. И он тут что-то вот пытался бутончик организовать. Но не случилось, девочки. Не случилось. Короче говоря, вижу, желтит лист. Да, уже сухие корешки, надо поливать. Сейчас я им все-таки заряжу дозу удобрений для цветения. Видите, я давно их не вытаскивала. Они все, прям надо сдувать их. Сдувать. Так, это мой дракарис. Ну, что-то, девчата, я не наблюдаю у него цветоноса. Он, наверное, решил не цвести, это биглип, а цвел. Вот сухой цветоносик, новенького нет. Но он обрастает корешками, он молодец. Так, моя подарочная орхидея недавняя. Я даже не смотрю, как она там адаптируется. Моя ж развалилась, которая Shiny Girl. И мне подарили две, но одну я отдала хорошей знакомой, потому что как бы было и для меня, и для нее. А вот эту я оставила себе. Но она, в принципе, еще даже до путя не просохла. Ну, вот так потихонечку адаптируется, но еще присматривается. Нет на ней цветоноса, она еще такая... Ну, вижу, что она очень влажная, тяжелый горшок. Грунт такой влажный. Я ее не буду поливать, я ее отставлю. Так, я только сюда могу проникнуть. О, какой длинный цветонос. Знаете, кто это? Это Stone Dance. Это гибрид, как называется, с эквестрисом. И смотрите тоже, как они, нету света, как они тянутся. Мне кажется, что в прошлом году намного короче был цветонос, не такой длинный. Вы знаете, в принципе, если бы они еще постояли пару дней, я, наверное, даже поспешила их доставать. Но смотрите, какой вот без цвета, такой нежно-зеленый цветонос. Я прям в этом году вижу, насколько хилые, такие длинные, вытянутые цветоносы из-за того, что нет на стеллажах полноценного освещения. Вот так вот. Вот так. Еще одна система, но уже с керамзитом. Меня спрашивали, что это у вас за шарики? Ой, смотрите. Я же думала, он сам, а он что-то загнулся. Обережно. Надо шарик поставить как-то так повыше, чтобы было. Обережно. Думаю, выпутается. Два цветоносика таких хиленьких. Это Джиаха Блюбери. В общем, ягода. Ягода. Интересная ягода. Ну, в общем, вот так, ребята. Я не представляю, что будет за бутонами, с бутонами, что вообще будет происходить, но пока вот такая вот ерундистика. Да? Ерундистика вот такая. Жорка, нет, ты проснешься. Все рады тебя видеть. Ты так хорошо спал. Тут цветоносы, кстати, старые на этой орхидее, но новый листик. Очень симпатичный. Жора, вот что ты хочешь сделать? Попроси маму, мама тебе даст. Вот что ты там стащил? Кусочек коры. Сейчас потащит куда-нибудь на ковричек и будет... Ну вот, лишь бы что-нибудь взять. Вот оно тебе надо. Не грызи, Жор. Прилепилась. Давай сюда мне. У тебя есть мячики, у тебя есть игрушечки. Ну в чем дело? Жорио. Джордж, вы не правы. Все, пошел туда на коврик в ванную. Будет там грызть. Так, а мы лезем за следующей орхидеей. Жорка неугомон. Ой, а там я вижу, так, панда уже высохла, корни сухие. Жора, я все вижу. Он же увидел, что я тут занимаюсь цветоводством. Как же без него? Вот хороший цветоносик. У кого это? Это мини биглип. А, это классный биглипчик такой.
интересно. Надо посуду, Костя поел, надо помыть посуду. Что такое? Сейчас еще достанем, туда залезем, достанем еще вот те две орхидеи и посмотрим. Видишь, какая красивая орхидея с деткой? Да, тебе там нечего тебе там носик свой совать. Это орхидея с деткой, и детка дала вот такой красивый стройный цветонос. Красота. Девочки, у меня заряжается аккумулятор, поэтому звуки сопровождают видео. Короче, инвертор там гудит. Потому что сегодня вот где-то уже ближе к 12 заряд сел на аккумуляторе, и холодильник отрубился. Поэтому надо, чтобы сейчас все зарядилось, пока есть свет. Единственное, когда он будет в следующий раз, да? Как говорит, темнота — друг молодежи. Так, вот эту орхидею надо каким-то образом переправить на ту сторону. Все, Жорик, от тебя тут прячут, бесстыжие, да? Бесстыжие, все от тебя прячут. Ой, Жора вчера так напугался, так лаял, когда эти дроны бахали, такие, ой, короче, девочки. Не знаю, почему я уже ничего не боюсь, не пугаюсь. Какой-то раньше прям подпрыгивала. Ой, нашла цветонос, смотрите. Раньше подпрыгивала, а теперь просто говорю спокойно. Выйдите в коридор. Уже таким, знаете. Эй, Жора, мам не разрешит. Все, на тебе шарик, вот на, беги. Ну иначе от него не отвяжешься. Уже таким, знаете, спокойным таким голосом команды раздаю. Не паникуйте, выйдите в коридор. Узбогуйтесь. Короче, капец. Так, а кто тут у меня такой цветоносик вырастил? А, я же говорила, беглипчик. А вот это кто? А кто это такой красавчик? Тоже было 2 цветоносика, теперь 1. Фал. Лиолин Оранж. Да, мы что-то так подумали с вами, что это все-таки Лиолин Оранж. Ну, там такие маленькие цветочки оранжевые. Понятно? Понятно? Вот пока не покатаешь, расти нормально не будет. Вот из каждого горшка надо покатать каждую. Тогда будет нормально расти. Так, девчонки, сейчас я там убираю, залажу там все, протираю, поливаю. Удобрения я вам показывала много раз, которые буду использовать. Вот это. 1 колпачок, там надо на пол-литра, я на литр. И пролью. Вчера, кстати, успела вечером хвои пролить весь стеллаж в зале. И хорошо, что пролила, потому что сегодня было некогда. Сегодня я... мне еще, в общем-то, на 4 дня маме лекарств выкупила сегодня. Надо еще 4 дня капаться, девочки. Нету, чтобы перелить кровь. На станции переливания крови ее нет. И пока что медикаментами гемоглобин поднимаем. Уже сегодня был 66. Ну, еще маловато будет. И, в общем-то, медикаментами это очень долго и нудно. Так что сейчас вот я на литр разбавлю колпачок и пополиваю, пообдуваю их, мочить не буду, свет выключат, они еще, знаете как, надо вот прям аккуратно поливать, это ближе к горшочку, к краешку, чтобы, не дай бог, туда не попасть, чтобы еще не погнили орхидеи. Нет уж света. Так что, друзья мои, всем большой привет от нас, от меня лично. Всем мира и добра. До сих пор еще в цвету моя красота, которая радует меня. Но он как будто, знаете, застыл. Вот застыл во времени. Не доращивает ничего. Стоит себе здесь. Думала, лист растит. Не растит ничего. Ни корни не растит, ни лист, ничего. Красавчик такой. Ну, радует. Вот так бросаешь взгляд и прям радуется сердце. Все-таки нарядный. Жорка, я все вижу. Жора, я тебе уже дала керамзит, у тебя была кора. Что такое? Ты баловство. Слушайте, подстригала его в этот раз у мастера, у гримера, которую порекомендовали знакомые. Многие к ней ходят со своими питомцами, с котиками, с собачками. Слушайте, действительно специалист отличная, потому что ребенок вообще перенес на ура это все, без всяких стрессов. Я пришла, он скачет довольный,
подстриженный. Сейчас он просто такой, знаете, как не расчесанный. Его когда причешешь, он такой, видите, у него какая было вот такое на нем, вот такое вот. А теперь вот такое вот, да? Вот такой вот барашек. Барашек мамин хороший. Любимый такой классный. Вчера приехали из города. Он прям так обрадовался, так прыгал. И сегодня тоже пришла, он так прыгал. Жора, а что тут уже за колтуны? Никто за тобой не смотрит, да? Никто не чухает мою зайеньку. Мою зайеньку никто не чухает. А он наяривает кору. Так, все, говори ребятам всем привет. Ухи в разлет, ветреная челка. Тебя хотели видеть на экранах страны. Понимаешь? Тебя видеть хотели. Обезьянка, неси свой мячик, будем бросать. О, мне кажется, у него там второй ряд зубов. Будем, короче, разбираться. Что-то. Мне кажется, что, ну, как и говорил ветеринар, что будем все-таки вырывать такие вот эти породы, вот эти, знаете, декоративные. У них почему-то не выталкивают. Ну, бесполезно ругаться с ним. Не выталкивают постоянные зубы молочные. И получается 2 ряда зубов. Это придется, представляете, делать наркоз и ребенку вырывать. Я в шоке. Я в шоке. Хоть бери и расшатывай их. Да, Жор? Мы с тобой грызем раз. Но ты не угомонишься. Ты не угомонишься. Мама покажет, какой ты. Неугомон. Где ты дел свой шарик? Скажи мне, где ты шарик? Принеси свой мячик, я тебя покидаю. Где твоя любимая игрушка? Что такое? Где твой осьминожек? Принеси осьминожка. Осьминожка принеси. Так, все, девчонки, показала вам Жорку, показала вам, что у меня сейчас на сегодня, как обстоят дела. Да. И буду заканчивать. Жорка уже тоже весь в движении. Пока есть свет. Сейчас 5:30 рубанет. И буду там вытирать, поливать и быстренько составлять. Все, скажи всем пока. Скажи пока. Пока всем скажи. Скажи, всех обнимаю. Всем даю лапку. Не знаю, что хочет.